Краков. Сентябрь 1939 года. Кароль. Человек, ставший папой. Кароль, помоги Кристине. Наша авиация уничтожена. 500 самолетов превращены в пыль еще до вылета. В новостях сообщали еще до того, как разбомбили радиостанцию. Я отвезу Веславу в Адовице, а потом сразу в армию. Веслава, ты еврейка. Евреям нужно бежать из Польши, пока не поздно. Адовица тихий городок. Евреям там ничего не угрожает. Томаш, ты позаботишься о моем отце. Я тоже запишусь добровольцем. Конечно. Я поселю его при церкви, не волнуйся. Ты всегда говорил, что не сможешь быть солдатом. Я не мог вообразить ничего похожего. А ты что решил, Виктор? Весь прошлый год студентов-медиков звали работать в госпиталь. Чем все это закончится? Если мир захватят злодеи, наши голоса навеки умолкнут, а слезы высохнут. Но мы не должны терять надежду. Что происходит? Кароль! Ежи! Ежи! Я вернусь в Адовице. Если найду поезд, заберу отца, а потом вместе в армию. Профессор Войцек! Я в университет. Декан велел запереть ворота. На факультете ценные книги. Я спрячу их в подвале. На случай бомбежки. Я с вами! Я тоже. Мы поможем. А что ждет твою сестру, мать и бабушку, если вы с отцом их оставите? Нацистам плевать на женщин. Вы, клюгеры, евреи, а евреи здесь в опасности. Мы поляки, и мы вышвырнем нацистов из нашей страны. Что с тобой? Что случилось? Мне страшно. Пожалуйста, спрячься в Адовице. И береги себя. Мне так страшно. Выслушайте меня. Вы временно поживете при церкви. Наконец-то, Кароль, ты опоздал. Томаш, слава богу, ты здесь. А я уже... Что это? Разве не ясно? Моя старая военная форма. Я запишусь добровольцем. Нет.
Нет, папа. Теперь мой черед воевать. Ты поселишься в тепле и уюте у Томаша при церкви. Сделайте, как советует Кароль, пан Войтыла. Я хочу, чтобы мать мной гордилась. Мать бы тебя не пустила. Пожалуйста, постарайся его вразумить. Ты знаешь, какой он упрямый. Ну, попробуй. Пан Войтыла, выслушайте меня. Вы слишком стары для армии. А? Нет, вы еще не стары, но ваше тело слабее, чем сердце и душа. Я готов. Что мне делать? Заботься о нем и береги себя. Ункура Танимауна. Унум кора танима уна. Все, что наше, прикладите. Нога болит. Я тебя понесу. Как тебя зовут? Йозеф, Забирайся, Йозеф. Йозеф! Я думала, ты потерялся. я вывихнул лодыжку. Вам тяжело его нести. Мальчик не может идти, а у Кароля много сил. Не отставай. Мы будем жить на хуторе моей свояченицы. Под Миликом. Я буду пасти коров. У моей бабушки есть пианино, но она расстроенная. Йозеф учился музыке у священника церкви святого Варфоломея. Я несу на плечах нового Шопена. Вдовицы. Дорогая, Ханя? А где Кароль? Он собрался в армию вместе с отцом. Ежи, мы уезжаем. Мы тоже попытаемся добраться до фронта. Я так рада, что ты приехала. Я тоже. Мы едем в деревню. Веслава меня поцеловала. Унум коранима уна. Кароль, дай мне воды, пожалуйста. У тебя жар? Отец, ты просто горишь. О чем ты говоришь? У меня в жизни не было жара. Юза! Это Юза! Юза! Извините. Юза, подожди! Кароль! Юза! Вот так встреча. Юза! Мы едем к границе, в армию. Мы тоже. Моего отца подвезешь, ему не здоровится. Не получится. Ты видел Ханю? Конечно, она добралась целой и невредимой. И все время о тебе говорит. Кароль, и эта буря утихнет. Держи. Сохрани. На удачу. До встречи на фронте. Да. Унум корот анимауна. Унум корот анимауна.
Сквозь дым слепящий я вижу, плывет на юных плечах кариатидах гробу подобный рояль. Что это он бормочет? О, привет, Йозеф. Как лодыжка? Ничего. Это стихи нашего великого поэта Норвида. Во время восстания русские солдаты убивали людей и все громили. Они выбросили из окна рояль Шопена прямо в огонь. Но храбрые юноши отнесли рояль в надежное место. Ради рояля Шопена я бы тоже не пожалел жизни. Я знаю, не зря поэт говорит, что родину нельзя уничтожить. Никогда. Отец? Это алтарь твоей родины? Да. Именно здесь вы праздновали победу польской армии над тевтонскими рыцарями? И здесь поляки молятся о свободе? Да, здесь. Этот шедевр создан немцем Питером ван дер Рененом из Данцига. А ангелы — творение мастеров из Аугсбурга. Мы ходим по немецкой земле. Это генерал-губернатор, рейхсминистр Ганс Франк. Он приказал закрыть собор для верующих. Сожалею. Сожалеете? Здание нужно очистить. Куда вы? Этот собор принадлежит народу. В Кракове много соборов. Это кафедральный собор. Собор — часть замка Вавел, а Вавел теперь моя резиденция. Отныне замок не принадлежит полякам. Это мой собор. Если вы называете себя христианином, вы должны знать, что церковь для души, а не для солдатских сапог. Маке! Этот польский священник начал меня раздражать. Прошу вас, уходите. Пожалуйста, пожалуйста, и мне водички. Плесните еще. Хлеб. Дайте хлеба. И воды. О, привет. Извините, у вас нет лекарств? У моего отца сильный жар. Нет, у меня ничего нет. Я знаю, у кого есть. Правда? Да. Возьмите. Нозов, большое спасибо. Спасибо. Я очень тебе благодарен, юный пан. Холодно сегодня, да? Где твоя куртка? Я отдал куртку младшему брату, он совсем промок. Носи. Спасибо. Он похож на Эдмунда. А кто это Эдмунд? Он был моим старшим братом. Он умер. Он был врачом. Он умер, заразившись в больнице. Ты скучаешь? Да. Еще бы. Я очень его любил. Я, пожалуй, лучше стану врачом. Ты ведь собирался играть на фортепиано. Я все успею. А твоя мама тоже умерла? Когда я был ребенком, как ты. Но по-прежнему с ней разговариваю. Если я закрываю глаза, то чувствую, как ее руки гладят мои волосы.
Йозеф, верни-ка пану пиджак. Можно я еще поношу? Сколько хочешь. Пока не повзрослею. Да сколько душе угодно. А я подарю тебе книжку. Да? А о чем она? В этой книжке моя любимая сказка о змее и часовщике. Почитаешь мне? Да, да, конечно. Однажды голодная змея заползла в лавку часовщика и, не найдя ничего съестного, немцы! Сюда, отец! Куда ты? Кароль, я не знаю, где ты. Сумел ли ты выбраться из Кракова? Добрался ли до линии фронта? Жив ли ты? Вдовица. Наша милая вдовица в прошлом. В одночасье все перевернулось. В городе обыски и аресты. Томаш был прав. Евреи в опасности. Немцы сгоняют их в гетто. Гестапо заняло дом Клюгеров, вышвырнув женщин на улицу. Но мне удалось их спрятать. Каня! Я знаю, куда ты идешь. Я хочу увидеться с Тессей. Возьми меня с собой. Идем.
сюрприз, Теся. Тадек! Зачем ты пришел? Ты знаешь, что ждет поляков, которые... Я не могу жить без тебя. Теся, смотри. Это Халла. Ты самая добрая. Ты просто чудо. Бабушка. Бабушка. Понюхай. Теся приготовила для меня подарок. Сейчас покажу. Пани Розалия, я хочу увезти Тесю отсюда. Я спрячу ее в доме моих родителей. Ты должна уйти с ним. Я люблю тебя, но я не могу оставить здесь маму и бабушку. Теся, пожалуйста. Нет. Мы уйдем отсюда вместе, когда все закончится. Если бы не наши несчастные друзья, Карль, я бы уехала немедленно и нашла бы тебя любой ценой. Добрались. Посмотри, уже близко. Наши лучшие дивизии на другом берегу реки. Оттуда придет наше освобождение. Возвращайтесь! Возвращайтесь! Русские вторглись в Польшу! Гитлер и Сталин заключили пакт! Нас разбила Красная Армия! Пленных они не берут! Назад! Назад! Сейчас бежим! Быстрее же! Нет! Брось меня здесь! Времени в обрез, папа! Возвращайся в Краков! Ступай! Ступай! Что я тебе велел? С меня хватит! Прекрати, отец! Спасайся, сын! Пошли! Отпусти меня! Уходи! Перестань! Пусть меня убьют. Папа, я хочу умереть. Папа! Умереть. Папа, прекрати! Хватит! Возьми себя в руки. Мама бы не одобрила. Пошли. Пошли. Вы вернулись? А что случилось? Пани Антл,
Пожалуйста, спуститесь и помогите мне. Я сбегаю за врачом. Пан Войтыла. Кароль вернулся в Краков. Вы не видели Виктора Милоша? Нет, Что происходит? Войтик собрался к зале. Кристина! Слава богу, университет снова открыт. Что с тобой? Я ищу Виктора. Мой отец болен, а доктора Цвайга нигде нет. Его забрали нацисты, а его квартиру полностью разграбили, да? Так, Виктор сейчас в больнице, я тебя отведу. хорошо. Кароль, Они собирают подпольную армию. Все должны записаться. Попридержи язык. Среди нас шпионы. шпионы? Поверить не могу, что кто-нибудь предаст. Здесь наши общие корни, колыбель нашей истории, нашего языка. Никто не предаст родную мать. О каком предательстве речь? Профессор, я говорил о родном языке. Ты платишь за свободу всем существом. Только то и можно назвать свободой, что помогает познать самого себя вновь и вновь. Ведь это ты написал, верно, Кароль? Да, и мне лестно, что вы помните, я смущен. Войтыла прав. Мы заплатим за свободу слезами и кровью. Рейхминистр Франк поселился в Вавеле, бывшей резиденции Пястов, Ягеллонов. Этот нацистский интеллектуал провозгласил, что у Польши есть король, а поляки его рабы. У них нет прав и только обязанность подчиняться. Вы должны бороться любой ценой. Обсудите это между собой и поступайте, как велит совесть. Только боритесь! Да здравствует свобода! Да здравствует свобода! Да здравствует Польша! 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 Еще 3 укола, пан Войтыла, и вы снова сможете играть в футбол. Я никогда не играл. Я вам не верю. Вы и не вкусили одно из удовольствий жизни. Поправляйтесь и наверстывайте упущенное. Золотые слова, пани Антал. Найти хинин почти невозможно, но для Виктора Милоша нет ничего невозможного. Давай по одной таблетке 3 раза в день, пока не спадет жар. А завтра я загляну. Сколько я тебе должен? Ничего. А вот когда я прославлюсь, мои счета тебя разорят. Выздоравливайте, пан Войтыла. До свидания. Дорогая Ханя, мне не терпится получить от тебя весточку из Вадовицы. Я целыми днями читаю и пишу. Моему отцу легче, но у нас мало денег. Я редко вижу Томаша. Он сейчас с теми, кто потерял все. Краков затопили слезы сирот и вдов. Умолкший, страдающий город. Мне так страшно. Когда удается, мы ловим английское радио, чтобы узнать, что творится в остальной Европе. Немецкий губернатор Ганс Франк собрал всех преподавателей, чтобы обсудить учебную программу. Университет закрыт для студентов, но мы с Виктором пробрались. Назад. Пойдем туда. Я бы хотел уделить больше времени. Гораздо больше. Целую вечность. Беседе с вами.
Вы интеллектуальная элита Кракова. Я бы хотел поговорить с вами о Платоне, поболтать о Риме. Я учился в Риме. Я бы хотел почитать с вами Ницше и Гёте, но у меня нет времени. У меня времени нет. Знаете, о чем я мечтаю? Превратить Вавел в островок цивилизации и культуры в самом сердце славянского варварства. Но вы, поляки, а особенно вы, интеллектуалы, прирожденные заговорщики. Нет. Польша останется безгласной, как труп. Я решил закрыть все школы и университеты, газеты и общества деятелей искусств, и я уничтожу польские библиотеки. Зачем вам школы, университеты и библиотеки? У вас нет страны, у вас нет культуры. Дети с нордическими чертами будут отняты у родителей и воспитаны как немцы. Остальных ждет тяжелый труд и скудная пища. В конце концов они вымрут, а вместе с ними и Польша умрет. Польша никогда не умрет. Польша жива. Да здравствует Польша! Если вы попытаетесь сбежать, окажете мне услугу. Вас застрелят. Пошли отсюда. Нет. Сколько вас здесь? 187. Хорошо. Обойдемся без наручников. Вы спуститесь и спокойно по одному сядете в грузовики. Я вижу, что у вас сжаты кулаки, герр Франк. Вы думаете, что зажали в своих кулаках жизнь? Но вы сжимаете пустоту. Вы обратились к нам с речью. Да, но вы не поняли, что жизнь вам не задушить. Когда вы это поймете, будет слишком поздно. И тогда вы вспомните слова Войцека, профессора польской филологии. Расстрелять его. Raus mit ihm! Und die anderen Kerle auf die Laster! Bisschen Beeilung hier! Raus! Войцек учил нас, что слабость – это всего лишь отказ принять поражение. Избежавшие расстрела профессора умирают сейчас в лагере Захсенхаузен. Нас окружают безумие и страдания. Ханит, ты не представляешь, какой кошмар царит в краковском гетто. Евреи умирают от голода, от туберкулеза, дизентерии, ото всех мыслимых болезней. Если они не кончают с собой или их не убивают. Хотя бы глоток воды. Сюда. Знаешь, что такое охота на крыс? Это нацистское выражение. В стенах гетто есть крошечные дыры, через которые могут пролезть только изможденные дети, крысята. Они роются в мусоре, пытаясь найти хоть какую-то пищу, а нацисты в них палят. Забавы ради. Только осторожно. Возьмешь и сразу назад. Ну-ка, не волнуйся. Увидишь, сейчас вылезет один заморыш. Давай, вот так. Как дела, Симон? Есть хочу. А? Сегодня только лекарство, а завтра постараюсь принести картошку. Runter mit dir! Los, will's ja?
Это Илай Зингер, плотник, и его брат Хайм. Одежда им не понадобится. Los, schneller! Bringt sie rein! Schnell, schnell! Что стряслось? Куда ты? Кароль, ты не бойся за меня. Wir müssen gehen, Pater. Куда тебя ведут? Помолись за меня, черной Мадонне. Туда. Так вы? Я отец Томаш Залески. Я вижу, в Польше даже симпатичные юноши становятся священниками. Священник из собора. Извините за опоздание. Я слышал, вы исповедуете моих офицеров. Я бы тоже исповедался, да, но я обещал гостям оленя, подстреленного в Радзивиллском лесу. Одна пуля. Точно между глаз. Избавь меня от подробностей. Ты испортишь мне аппетит. Итак, я исповедуюсь после обеда. Как вас зовут? Томаш Залеский. Залесский. Залесский пообедает с нами. Заодно полюбуйтесь на грех чревоугодия. Нет, спасибо, я подожду снаружи. Я не допущу, чтобы священник ждал за дверью, пока я ем. Пожалуйста. Окажи нам честь, дорогая. Итак, скажите, Залесский, в исповедях поляков много ненависти? В словах поляков страдания. Открыть вам глаза, священник. Там, где нет культуры, там нет и страдания. Только инстинкты. Рано или поздно поляки нас полюбят. Сейчас они спят. Я люблю вас, а вы спите. А правда, что польские женщины не часто моются? Они не виноваты. У них нет мыла. Это оправдание вскоре потеряет силу. В Германии придумали, как варить мыло из сырья, которое не стоит ни пфеннига. Отличное мыло. С шелковистой пеной. Я уже заказал крупную партию для польских дам. Это мыло из экскрементов. А вам не смешно? Это невыносимо. Сесть. Успокойтесь. Сядьте. Вы его разозлите? Ну же. Я приказал, чтобы семьи умерших из краковского гетто оплачивали похороны. Я уверен, что показатель смертности скоро снизится. Да уже снизился. Все евреи больны. А больные люди склонны прозябать в грязи. Грязь — их естественная среда. Они просто вырожденцы, жалкий народ, не способный заботиться о собственных детях, как это принято в Германии. Свиньи. Еврейские дети – это не дети. Что вы сказали? Немецкие дети чистые.
Еврейские дети грязные. У немецких детей есть зубы. У еврейских детей вообще нет зубов. Немецкие дети спят на матрасах. Еврейские дети рядом со столами, на которых лежат покойники. Немецкие дети играют. Еврейские дети из гетто не умеют играть. Да, это дети-вырожденцы. Их единственное развлечение – смотреть, как расстреливают их родителей, братьев и сестер. Их единственная забава – смотреть, как убивают их матерей. Немецкие дети улыбаются. Еврейские дети не улыбаются. Немецкие дети ходят, еврейские дети не ходят. И вы не научите их улыбаться и ходить, даже если пригрозите жестокой поркой. Никогда. Вы не знали, что у еврейских детей нет ног? У еврейских детей крылья. Можете меня расстрелять. Польский священник. Так они летают, да? У них крылья, да? У них крылья! У них крылья! Они летают! Что ты пишешь? Пьесу. И о чем твоя пьеса? О горе. Все, Кароль, я уезжаю к тебе. Если сможешь, встреть меня у аптеки по дороге на Чистухова. То, что я расскажу, просто кошмар. У меня не осталось слез. Не осталось сердца. Помнишь синагогу в Вадовице? Мы все видели с чердака Клюгеров. Теся. Что это было? Ничего, бабушка. Просто взорвали не разорвавшуюся бомбу. Уезжай отсюда, пока тебя не нашли. Уезжай отсюда. Они начали забирать стариков и больных. Зачем? Куда их увозят? О них заботятся. Я не знаю. Это так неожиданно. Почему весь мир молчит? Ведь люди, которые молчат, когда убивают других, не лучше убийц. Ханя. Йозак погиб, да? Нет. Он обещал мне писать. Может, он и писал, но его письма пропали. Поцелуй меня, пожалуйста. Остановившийся взгляд Веславы пугает меня. Ее огромные прекрасные глаза сейчас пусты. Они обратились в прах. Немцы начали отправку евреев в Аушвиц, и Клюгеров схватила гестапо. Я зашла к ним с Тадеком в тот самый день. Mach das Gebäude frei! Raus! Sei ruhig, du Schlampe! Still jetzt! Jungschlampe! Беги, Теся!
Когда зло только в твоем воображении, с этим можно жить. Но когда зло разворачивается перед твоими глазами, выхода нет. Бери свою пиликалку. Играй! Почему? Почему все эти ужасы повторяются? И с каждым днем жизнь страшнее. Что делает глаза, сердца и души неспособными на жалость и просто сострадание? Ну, скажи мне, пожалуйста, кто эти люди? Ведь у них тоже есть матери, сестры, дети. Мужья и жены, которых они обнимают по ночам. Неужели они созданы по образу Божьему? Кароль! Ханя. Где Бог? Дева Мария, владычица Польши, Господь воздвиг в Чистохове твой трон, внемли нам, стань нашим щитом, дай нам силу, чтобы изгнать врага. Спаси нас, даруй нам мир. Учи
Почему у меня нет ответа? Почему одни люди заставляют других жить в невыносимых муках? Без надежды. Как ответить на эти вопросы? Сколько миллионов чудовищ на земле? Томаш, почему расплачиваются невинные? Сколько еще невинных родятся на свет только для истребления? Я смотрел нацистам в глаза, и зло, которое я там увидел, было таким торжествующим, непостижимым, гнусным. И мне хотелось убить их. А я священник. Меня гложет совесть. И я не хочу ненавидеть, как они. Любовь. Любовь. Только любовь может удержать людей от падения в бездну. Где ты сегодня был? Я стоял в очереди за хлебом, отец. Но тщетно. Когда ты уходишь, я каждый раз боюсь, что ты не вернешься. Я должен выходить. Нам нужно есть и жить. Кто там? Это Томаш. Ты забыл про комендантский час? Как здоровье, пан Войтыла? Я наконец-то поправился. Почти. Кароль, я нашел для тебя работу в каменоломне. Держи, безработных ссылают. Спасибо. Все это разрешение на работу? Разрешение на работу и фальшивые свидетельства о крещении для евреев. Принеси-ка водки, сынок. Водку принес студент-медик, когда закончился хинин. Он уверяет, что эффект точно такой же. Спасибо, пан Войтыла, но я не могу. Мне пора. Нет. Унам коротанем уна. Ты сильный. На какой каменоломне ты раньше работал? Я студент. Студент. Не люблю студентов. Умники и выскочки, которые ничего не смыслят в жизни. Ладно, тогда я рабочий. Ты опоздал. Извини. Мы примкнем к одной из боевых групп. Мы все. А я нет. Сражайтесь с оружием в руках, а я словами. У нас театр, и театр нужно сохранить. Где? На какой сцене? Кто зрители? Театр уйдет в подполье, в квартиры, в подвалы. Но слово должно жить. Польша в тисках ужаса и безумия. А вы пьесы хотите ставить? Постыдились бы. Надо взяться за оружие нам всем. Да. Слово сильнее, чем пуля. Слово никого не спасет от пуль. А ты что скажешь? Все, пошли. Смерть нацистам! Постойте. Я понимаю и уважаю людей, которые берутся за оружие. Нацисты не только убивают людей, они уничтожают нашу культуру. Они покушаются на польский язык.
И ради нашего будущего нужно сохранить прошлое. Тот, кто выбрал оружие, имеет на это право. Однако Котляржик тоже прав. Культура должна жить. Пусть театр станет подпольным. Не забывайте. Театр – это совесть жизни. Твой выбор театра, а наш выбор – оружие. Ладно. Но у нас общая война. Общая надежда и общий враг. Ну все. Пошли. Пошли, пошли. Унум хората анимуна. Удачи. Унум хората анимуна. Прости. Да. Простите, я понимаю, что уже поздно. Меня зовут Кароль Войтыла. Я должен поговорить с пани Тушинска. Я не разрешаю постоялицам принимать в комнатах У мужчин. меня срочное и важное дело. Я ненадолго. Тушинска? Тушинска? У этого пана, очевидно, важный и срочный разговор. Вы знакомы? Да, пани Белик. Ладно, но только дверь не запирать. Спасибо. Я знаю, ты храбрая. Я знаю. Тебе было так больно, что ты хочешь мстить. Нет. Это правосудие, а не месть. Да, ты права. Правосудие. Но я очень хорошо тебя знаю. Да, ты сильная, смелая. Ты уверена, что жизнь тебя закалила, но ты по-прежнему растерянный ребенок, потрясенный ложью и насилием. А может, я уже не ребенок? Твое сердце все то же. И убийства не дадутся тебе легко. Ты знаешь, что мы с тобой не трусы. Совсем наоборот. Но правда в том, что мы предпочтем смерть убийству. А я не хочу, чтобы тебя убили. Вы сказали все, что собирались? Нет. Да, все. Она говорит, что все. Пожалуйста. Еще чуть-чуть, еще. Все, стоп. Эй, твоя книга. Книги. Сейчас время крови и оружия. Всегда есть время для книг. Мы ждем Ханю, дорогая. Говорю тебе, она не придет. Ее роль сыграет Магда. Подождем еще минутку. Зачем? Тебе не нравится моя игра? Нет, Магда, просто... А вот и она. Все громче музыка звучала. Вдруг скрипка ноту оборвала.
И замерли сердца людей, волнуясь, негодуя, беды большой приход почуя. Звук музыки все тише, вдруг пропал. Запахло гарью. Войтила мой лучший друг. Чем вы занимаетесь? Я пианистка. отцов, бомбежки. А я добываю камень. Витает смерть над родиной моей. Вознесся к небу тот набат соборный, и слышно всюду его было. Польша не погибла. Wir feiern die Verlobung meiner Freundin. Verlobung? Я Ферлобинг. Помолвка. Жениться решили. Затеяли помолвку, мошенники. Nein, danke. Я шафер. Меня зовут Новак. Когда-то я эту красавицу очень любил, но она выбрала другого, так что мне остается только их поздравить и пожелать удачи. Сопротивление. Сопротивление. Свобода. Увидимся в другой жизни, Кристина. Кароль! Виктор и Кристина попались. Они погибли на месте. Вы обязаны избавиться от жалости и сострадания. Мы должны истреблять евреев повсюду, любыми способами. И уничтожать поляков, которые им помогают. Начиная со священников. Гесс уничтожает в Аушвице по 10 тысяч евреев в день. Великолепный результат. Почему ты на меня так смотришь? Как? Как тот, кто не слушает! Я слушал очень внимательно, мой генерал. Хорошо. Очень хорошо. Куда это ты собрался? Хочешь, чтобы тебя застрелили на улице? Кто вы? Ян Тирановский. А ты кто? Вы обожжете пальцы. Догорит, зажгу другую спичку. Если тебе нужно поговорить, я зажгу свечу. Ты
Еще не назвался. Кароль. Ну, мне пора. Я ищу друга. Он священник. Мне нужно заказать мессу. За упокойную? Да. Мы победим любовью, а не оружием. И вы говорите, так зная, что за дверью нацисты? Нацисты исчезнут, потому что зло само себя сожрет. Но если не победит любовь, нацисты вернутся в другом обличье. Так, да? именно. Святой Иоанн Креста, тебя ждет сюрприз. Эта книга станет твоим чтением на ночь. Спасибо. Ты даешь отпущение нацистам? История ставит перед ужасным выбором и добрых людей, и они чувствуют себя мертвецами, потому что у них еще при жизни отняли душу. Им я нужен больше, чем тебе. Они убили Виктора и Кристину. Я знаю. Не ходи на похороны. Нацисты только и ждут этого, чтобы арестовать всех вас. Мы вместе справим тайную мессу. Томаш, ну где черта, которая разделяет тех, кто заплатил мало, и тех, кто заплатил много? И на чьей я стороне? Я не знаю. Мы на стороне тех, кто должен надеяться. Театр? Мечта всей жизни рухнула. Почему? Я вижу вокруг только боль. Все вокруг во тьме, во тьме. Весь мир глух и слеп. Защищать культуру мало. Нужно взяться за оружие, но я не смогу убить. Я говорил, никогда не теряй надежду. Не теряй чудесный смысл жизни и любви. Что бы ни творили те, кто одержим злом. Чтобы оказаться там, где тебя нет, пройди через неведомые врата. Чтобы обладать всем, не желай ничего. Чтобы стать всем, стремись стать никем. Внемли, Господи, молитве моей, и пусть свет... Я тоже хочу обрести основу для веры и надежды. Я хочу уйти в монастырь. Кароль, в тяжелые времена людям нужно, чтобы клирики были рядом, а не в монастырях. Я осознаю, от чего отказываюсь. Я все время думаю о своем выборе. О смысле своего выбора. Быть может, я просто хочу исчезнуть. Может, я чувствую свою вину за боль вокруг. Или все это глубже? А вдруг Господь призывает меня? Вспомни слова Иисуса из Евангелия от Иоанна. Не ты избрал меня, но я избрал тебя. Дверь открыта. Решать тебе. Да.
per santos et electos tuos, resuscitati respirent. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Requiescant in pace. Amen. Смерть близких всегда опустошает. Древние люди находили утешение, веря, что боги забирают к себе лучших. Но вера – это не утешение. Вера придает смысл жизни и смерти. Вы жили, не щадя себя, Кристина и Виктор, и вы храбро умерли. Так обрели смысл мечты, о которых вы уже не расскажете никогда. Вера подобна темной ночи. Веру обретают во тьме, в глубинах души, там, где таится тайна Божьей любви. Кому добавить? Бери. Кароль! Кароль! Динамит! Господи! Какой же ты глупец, готов умереть ради своих книг! Ты цел? Да, да. Ради книг стоит умереть. Здесь ты рабочий. Заруби это себе на носу. Держи. Надень, пока не ослеп. Нет, нет, оставь себя. Делай, как я говорю. Нам понадобятся люди с ясными глазами, когда мы начнем все заново. Начнем. Отец, уже поздно, давай-ка ужинать. Отец! Пап! Кароль Войтыла. Я помню, как сидел у тебя на коленях, а ты рассказывал мне историю о наших героях. Я любил историю о художнике, Адаме Хмеловском, который потерял ногу в январском восстании. Ты сказал мне, что Хмеловский бросил писать картины, поняв, что Господь призвал его к другому. И он поселился среди обездоленных и несчастных, прислуживая тем, кто страдал. Без тебя я остался один. Теперь я один, отец.
все это время ждала под дождем? Но мы же не сахарные. Что ты сказала? Что мы не сахарные. Именно это мне говорил Карль, когда я отказывался играть под дождем в футбол. Знаю. Я подглядывала за вами. Помнишь, как мы репетировали Ромео и Джульетту в школьном театре? Ну, конечно. Ты была Джульеттой, а ты Ромео. Еще бы. Главные роли. Я уговаривал его сыграть Меркуцио. Помнишь, что ты мне сказал? Хочу роль священника. А я сказал, что роль священника не главная. А я ответил, что эта роль может быть главной в моей жизни. Я своими глазами увидел ужас настоящего. Но вся эта жизнь вела меня к чему-то светлому. К священству. Ради блага всех людей на земле. Ради познания самого себя через познание Бога. Живого Бога в моей душе. Я хочу стать священником. Божественный смысл жизни важнее, чем сама жизнь. И даже из глубин зла мы должны свидетельствовать это. Поэтому я здесь. Нацисты закрыли семинарию. Ты очень рискуешь. Даже родной матери не говори, что ты здесь учишься. Продолжай жить обычной жизнью. Но каждую свободную минуту в тайне уделяй учебе и благочестивым раздумьям. Юноша. Что произошло? Ты меня слышишь? Среди вас есть врач. Этот юноша умирает. Пани, мы разберемся. Он не немец. Нужно отвезти его в больницу. Мы разберемся, отойдите. Не трогайте его. Он поляк. Сюда, Ганс. Не беспокойтесь. Пройдемте со мной. Да-да. Прошу вас. Похоже, я жив. Томаш, я пришел в себя. Ваша книга помогла мне сделать выбор. Какой выбор? Во тьме свет. Поправляйся быстрее. Без тебя спектакли гораздо хуже. Мне знаком офицер, который тебе помог. Знаком? Он женат, у него 3 детей. Сейчас он в опасности. Он отказался выполнить приказ. Я поклялся умереть за величие Третьего Рейха. И я умру за подлинную Германию. Позор вам. Zwei Schritte
Treten Sie zurück, Pater! Treten Sie zurück! Спасибо, что помогаете мне умереть. Так я спасен. Я помню Германию моего детства. Белые домики вдоль реки. Pater! Treten Sie zurück! Уходите, святой отец. Вам приказано отойти от меня. Брат мой. Zurücktreten! Treten Sie zurück! Отойдите, святой отец. Вас убьют. Придет день, и твои дети тоже увидят белые домики вдоль реки. Legt an! Все. Господь милосерден. Кто убил его? Ты или я? Ты убил его, польский священник. А теперь я убью тебя. Да простит вас Бог. Мой Бог учит, что миром правит честь. Миром должна править любовь. Расстрелять. Legt an! Zielen! Feuer! Залесский Томаш. Ruhig sein! Handball! Эй, ты! Документы. Куда идешь, красавица? В церковь. Какую церковь? Святого Андрея. И что такой, как ты, делать в церкви? Молиться. Сегодня вечером мы зайдем к тебе ужинать. Мои документы в порядке. Можно идти? Эй, ясноглазая, зачем в церковь? Пойдешь с нами. Ступай, молись. Польская потаскуха. Простите, отец. Вы случайно не видели Кароля Вайты? Кароль? Я ждал тебя. Почему на тебе сутана? Немцы уничтожают семинаристов. Архиепископ велел нам надеть облачение.
Почему ты не сказал мне? Ты мне не доверяешь? Конечно, доверяю. Всем сердцем, Ханя. Иногда мне кажется, что ты читаешь мои мысли. Я не знала об этом. Не догадывалась, что тебя больше интересует исповеди старух. Ты писатель, поэт, актер, художник. Я принял решение. Так велит долг. Что ты наделал? Что ты наделал? Ты от меня отрекся. Нет, не говори так. Я теряю тебя. Не теряешь, Ханя. Мы будем ближе, чем раньше. Я не мог поступить иначе, ведь речь идет о будущем. Зло, в котором мы прозябаем, сгинет. И я хочу строить это будущее. Я не вижу будущего. Но я никогда не буду рабыней. Никогда. Лучше уж смерть. Нет. Ты хочешь жить. И мы будем жить, чтобы бороться за мир, в котором торжествует любовь, а не ненависть. Прости. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Взорван мост! Русские близко! Нацисты бегут, отступают! Польша свободна! Польша спасена! Польша спасена! Польша свободна! Братья, наконец-то! Мы столько молились! Чудо! Братья, чудо! Поздравляю! Ну чего ты расселся? Пошли, пора уезжать. Ганс! Пошли. Пошли. Всемогущий Творец. Я буду землей, по которой ступают те, кого ты ведешь в царствие твое. Ганс Франк был казнен в Нюрнберге. Документы. Добро пожаловать. Юлиан Кордак, да? Я слышал, что вы отличаетесь от типичных поляков. Что я симпатизирую русским? Я провел лучшие годы в Московском университете. Нет, что вы не католик. Скажите, это шутка или ваша уловка ради карьеры? В шутку превратится революция, если не держать католиков на коротком поводке. И по какой причине я должен уступить вам этот стол? Это список польских клириков. Треть уничтожили нацисты. Но их еще много. Много. Я им не дам дышать, действовать, думать. Придет день, когда они не смогут даже грезить о Боге. Я рядовой Божьего воинства. И пусть юность моя наполнена горечью и болью, Господи, я прославлю таинство жизни во имя Твое.
Тройце, побудь вратарем, пожалуйста. Хорошо? Я хочу побегать. Следующий мяч не возьмешь. Хоть всех святых умоляй. Ага, поспорим? Отец Кароль! Милиция! Здесь? Они в церкви! Подождите. Без За тебя священника разберемся. послали. Что происходит? Монсеньор Куровский, вас арестовали? В церкви? Но это незаконно. Хочешь поехать с нами? Не вмешивайся, Кароль. Пусть делают свое дело. В чем его обвиняют? Как твоя фамилия? Войтыла. Твой епископ призывал к подрыву устоев. Он предал свою страну. А ведь это и моя страна, и твоя. В церкви монсеньор Куровский говорил только о религии. Когда епископ увидит пулю, он осознает, что жизнь, отданная религии, была всего лишь иллюзией. Пустота ужасна, согласны, молодой священник? То, что вы называете пустотой, для меня бытие. Где для вас тьма, я вижу свет. Когда вы говорите разрушение, я говорю спасение. До свидания, Войтыла. А, кстати, как твое имя? Кароль. Кароль. Не забудь мое имя. Юлиан Кордек. Ты на 2-м месяце. Нет, на 3-м. Павел так счастлив. Но я боюсь, что наша страстная любовь повредит малышу. Если вы сильно любите, ребенок родится веселым и одаренным. Какие вести из Люблина? По всей стране закрывают факультеты теологии. Один, правда, создан в Варшаве, но под контролем властей. Только Люблин до сих пор независим. Архиепископ Базик решил послать меня в Люблин преподавать этику. И что ты ответил? Хочу служить здесь простым священником. И что сказал он? Ты отправишься в Люблин. Ты уедешь из Кракова? Постарайся везде успеть. Как тебе удастся? Ну, от Кракова до Люблина всего 8 часов ночным поездом. Ну, теперь за нашу железную дорогу можно быть спокойной. Куда это вы? Мой муж работает здесь. Пустите нас. Идите. Живо! Что они делают? Вы не имеете права. Мы подадим жалобу. У нас приказ. Проявите уважение. Эта газета — наша жизнь. По какому праву здесь обыск? Причина в нашем отказе напечатать некролог Сталину. Не трогайте. Павел! На колени! На колени! Вы убьете его? Из-за пишущей машинки? Он погорячился. Будьте благоразумны. Собрать все. Черновики тоже. Ты с ума сошел? Ты мог погибнуть из-за дурацкой пишущей машинки. В ней наш хлеб и свобода. Спасибо. Ты ведь знаешь, как важен для новорожденного ребенка отец. Не попадайтесь мне вместе на глаза. Живо упрячу за решетку. А дальше?
Перережете нам голосовые связки? Почему бы и нет? А как вы, христиане, обращали американских индейцев? Негуманными методами, за которые церковь должна попросить прощения. Снова встретились. Кароль Войтыла, да? Современный человек может ожидать от священника только одного – Христа. Все остальное, полезное с точки зрения экономики, политики и социальной жизни – суета-сует. Священник уникален тем, что наблюдает невидимый мир. Вы хорошо пишете, Войтыла. Писал. Но если так пойдет дальше... Ваш Христос улыбается людям? Христос – это любовь. Но можно спросить себя, почему любовь была распята на кресте? Эта редакция закрыта. А ваш журнал – это особый разговор. Варшава. Канцелярия архиепископа. Всем польским клирикам, священников, приговаривает к смерти. Обвинен в преступлениях арестован епископ Килцин. Мы не позволим властям страны осквернять алтарь. Министерство безопасности, откройте, мы к кардиналу Вышинскому. Я не призываю вас рисковать жизнью, свободой и жизнью. Но компромисс неприемлем. Нужно сопротивляться. Ну? Не открывают. Взломать дверь? Он откроет. Что случилось? Люди из Министерства безопасности. Пустите. Они ведь... Ваше Преосвященство. Впустить. Вы арестованы. Правительство решило, что вы не можете исполнять возложенные на вас обязанности. Вы покинете Варшаву. Подпишите. Я не вижу оснований для подобного решения. И поэтому не подпишу. У власти остался один путь – насилие. Слепые дети радовательницы. Вы руководили ими во время сопротивления. Только они могли пробраться ночью через леса. Я был одним из спасенных ими патриотов. И я искренне восхищен вашими подвигами в борьбе с нацистами. Но сейчас вы боретесь с властью народа. Прячете и защищаете священников, осужденных за преступления. Вы на стороне Ватикана, империалистов и против Польши. Я такой же, каким был всегда. Я защищаю христианскую душу народа, его дух свободы, мира и справедливости. Собирайте вещи и следуйте за нами. Я готов. Вы с собой ничего не возьмете? Я пришел бедным в этот дом, и бедным его покину. Проклятие! Прошу прощения. Не волнуйтесь, собака здорова. Сестра Максенция, принесите настойку йода. Побыстрее, пожалуйста. Нет-нет. Пошли. Кароль, слава богу, ты еще не ушел. Что случилось? Мы уезжаем из этой страны. Вместе с Павлом. Куда вы едете? Как пересечете границу? В грузовике с двойным дном. Мы поедем во Францию, а оттуда в Нью-Йорк. У Павла там родственники. Когда? Сегодня. Ты понимаешь, на что ты себя обрекаешь? В твоем-то положении. Кароль, здесь мы голодаем. Живем из милости. Мы не спим ночами, прислушиваясь к каждому звуку, боясь, что Павла арестуют. Или еще хуже, что он попросту исчезнет. Каждый кажется стукачом. Их так много, мы в полной изоляции. Не хочу, чтобы мой ребенок родился в этом кошмаре. Я не допущу этого.
Я буду скучать. По вам обоим. Скучать по твоей игре на сцене. Помнишь наш подпольный театр? В Адуице. Школу друзей. Этого не забыть. Почаще улыбайся ребенку. И его жизнь будет прекрасна. 2 живых улыбки среди мертвецов. Остались только мы. Юзак подорвался на меня в Монте-Кассино. Я знаю. Я же тоже погиб. Но я не смог выяснить, как он погиб и похоронен ли. Я не хочу уезжать из Польши. Я полька и мое дитя. Ты останешься полькой, куда бы ты ни уехала. Сядь. Ты останешься полькой, а ребенок будет поляком. Только небо над тобой будет другим, вот и все. Я собирался убрать это в бюро, но забыл. Возьми, пожалуйста. Мне не нужно. И почему мне платят каждый месяц? Курия в этом очень пунктуальна. И еще я буду получать жалование профессора в университете. Не беспокойся. Поменяй на доллары. Получится немного, но все же. Мне не нужно. Да, это ты уже сказала. Захочешь, вернешь потом. Ты ведь мне как сестра. Рад вас видеть. Добрый день. Товарищи? Товарищ Кордек возглавляет 5-е управление по делам церкви и религии. Самая неблагодарная работа. Товарищ Сталин говорил, что строить коммунизм в Польше – это все равно, что приучать корову к седлу. И еще он сказал, вот если бы Вышинский был на нашей стороне. Вышинский великий человек, но он никогда не перейдет на нашу сторону. Ему место в тюрьме. Я хочу, чтобы вы закрыли университет в Люблине. Нельзя, чтобы в Польше плодились новые Вышинские. Не слишком удачная идея. За границей должны думать, что в Польше существует религиозный и философский плюрализм. Там новые преподаватели, молодые, образованные, опасные. Например? Например, некий Войтыла, молодой священник. Мы не допустим, чтобы он учил молодежь бесстрашию. Чтобы достичь наших целей, нужен страх. История нас оправдает. И даже в глазах Бога. Если он существует. Университет в Люблине останется открытым. Адам. Товарищ. Кароль Войтыла. Он занял кафедру этики в университете Люблина. И он служит в Кракове, смущая молодежь. Я хочу знать о нем все. С кем встречается, что говорит, о чем думает. Все. Даже когда ходит в туалет. Адам, ты пошел на стажировку в наше управление по велению сердца или ради карьеры? А что? Мне кажется странным, что искусствовед так ненавидит религию. Искусство прославляет человека, а не Бога. Бог – это суеверие и обскурантизм. Значит, ты чист сердцем? Ну, а вы? Я стремлюсь.
Билет, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Я вижу сегодня новые лица. Как тебя зовут? Янина Куран, я из Люблина. А тебя как зовут? Мартин Мицкевич из Лодзы. Славная фамилия. А тебя? Мария Поморска из Познани. А тебя? О, извините, я записался на историю искусств. Нет, проходи. Как тебя зовут? Адам. Адам Зеленский. Присоединяйся, Адам. Искусство иногда учит морали, но не наоборот. Хорошо. Перейдем к вопросам. Кто хочет начать? Да. Почему одни люди... Нет, сядь. Почему одни люди ведут себя как дикие звери, а другие становятся героями? Почему одни предают друзей, а другие жертвуют жизнью ради незнакомых людей? Кто может ответить? Люди злы, потому что они напуганы и несчастны. Именно это толкает их на насилие и саморазрушение. Да, любопытная тема. Счастье и несчастье в душе каждого из нас. Декарт – человек посередине между Богом и небытием. И он должен выбирать. Оказывается, мы должны учить философии, основанной на человеческом опыте, а не на космологии, в которой все просто как 2 × 2. Но такая философия бесполезна. Зато политически безопасно. Это насмешка над философией. Профанация философии. Просто анекдот. Извини. Это я виновата, вечно витаю в облаках. А ты искусствовед? Да. Искусствовед приглашает тебя в кафе. Что скажешь? Почему нет? Я работаю над диссертацией о Петре Михайловском. Понятия не имею, кто это. Очень знаменитый художник. А я знаменита своим невежеством. Перед смертью он написал несколько портретов Дон Кихота. Безумного, неистового, сильного. Мария. Да. Я тебя наскучил. Вовсе нет. Все эти темы необходимо обсуждать. Молодежи нужны четкие ответы, установки. Коммунисты обещают молодежи... Коммунисты обещают молодежи новое, справедливое, лучшее общество. Молодежь чиста. Она верит, что идеальный мир возможен. Но мы не обещаем им рая на земле. Тебе скучно? А? Куда ты смотришь? Извини. Где ты живешь? В Кракове у моей тетушки. Фантастика. Я тоже из Кракова. Может быть, это судьба? Кто знает? Судьба окутана тайной. Но от судьбы не уйти. Нам нужно спорить. Нужно спорить с марксизмом в его категориях. Об освобождении человечества. 7 из нас пойдут в рабочие районы, туда, где нет церквей, и навестят семьи, которые в нас нуждаются. Хорошо. Это замечательно. Вы, конечно, понимаете, что это очень опасно. Убедитесь, что за вами не следят, ладно? Угу. А Адам тоже? Адам нет. Вряд ли его это привлекает. Адам живет в мире искусства. Тебе нравится Адам? Кажется. А ты ему? Не знаю. Ты не можешь не нравиться. Он эстет, влюбится до полусмерти. В конце курса я хочу пойти со студентами в поход, в горы. Как здорово.
Мы пойдем в Татры. А по дороге обсудим моральную ценность честности и мужества. Я за. Адам! Адам! Если, напившись, вы избиваете жену, ищите причину в себе. Потеря самоуважения заставляет вас причинять боль близким. Никто мне не поможет. Я потерял надежду. Тогда бы вы сюда не пришли. Я много раз пытался измениться, отец. Несмотря на разочарование, вы должны отыскать в душе любовь. Только эта сила сможет вас изменить. Зло современности в деградации человеческой природы. Иногда это результат действий идеологов или следствие политэкономической системы. В 2 километрах отсюда обвал насыпи. Поезд придется задержать. Мы должны бороться, восстанавливая священную ценность человека. Я опоздал. Поезд из Кракова. Ясно. Вот почему нет Войтылы. Все пошли обедать. А мне не до еды. Готовлюсь к экзамену. Я не посещал занятия. Работаю в Познани, пытаюсь учиться. Какой это Войтыла? Он ведь тоже священник. Да. Въедливый. Въедливый? Хуже. Он тиран. Настоящий тиран. О, Боже. А ты подготовился? Более-менее. Можешь объяснить, в чем суть полемики Макса Шеллера с технологическим обществом? Он против рационалистов, которые утверждают, что мы можем покорить природу и мир человека. И? Что в этом мире можно положиться только на любовь. Так ты из Познани? Точно. Один наш сокурсник здорово разбирается. Знаешь, Мария, он очень мне помог. А кто это? Куда он делся? Витальд Брожек. Господи, помоги. Удачи. Давай зачетку, Витальд. Простите, мне так неловко, а это вы... Зачетку. Витальд – студент рабочий. Я его уже опросил. Ты получил хорошую оценку. Продолжай учиться. Спасибо. До свидания. До свидания. Твои крылья. А ты поэт? Нет, вовсе нет. Я знаю наизусть только 3 строфы из одного стихотворения. Турецкого. Турецкого? По-турецки? И еще впереди морей неизведанных волн. Еще впереди череда удивительных дней. Еще впереди слов прекрасных алмазы. Тех, что я тебе не сказал. Не смотри так на меня. Я смущаюсь.
Пошли, мы опоздаем. Опоздаем. Нет ничего таинственнее и неизведанней любви. Все мы отчаянно нуждаемся в абсолютной любви. И ужас в том, что между способностью любить и нашей жизнью пропасть. Но любви нельзя научить. Однако познать любовь необходимо. Я уверен, любовь и сексуальность – самая удивительная связь между разумом и природой. Но любовь также ответственность. Если мужчину и женщину связывает подлинная любовь, они делят судьбу и будущее. У них все общее. Иногда это тяжело и мучительно, но только так можно любить всерьез. А не играть в любовь. Ступайте с миром. Я очень обеспокоен. Чем именно? Я верю в Отца и Сына, но вот насчет Святого Духа с этим загвоздка. Новак. Король! Где ты пропадал столько лет? Я работаю сейчас на чигельской фабрике в Познани. И как там? Плохо. То есть хорошо. А точнее? И то, и другое. Плохо, потому что этот режим оскорбления социализма. Люди голодают. И хорошо. Потому что я еще силен и готов к борьбе. И я влюблен. Ты влюблен? Вот это новость. Кто она? Ее зовут Магда. У нее голубые глаза чудесные. Она вдова. Вы поженитесь? Нет, она не хочет. У нее маленький ребенок. Мы встречаемся тайком. Дай ей время. И не налегай так на пиво. Польша снова в рабстве. Армия и правительство подчинены русским. Из нас высасывают кровь. У них все разваливается. Они превращают нас в нищих, Кароль. В нищих. Мы решили выйти на улицы Познани и показать, как мы возмущены. Это не приведет к добру. Ты на стороне правительства? Просто я опасаюсь последствий. Я не хочу больше оплакивать мучеников. Не бойся. Власти не станут в нас стрелять. Ведь мы пролетариат. Молодец. Но он ничем себя не выдал. Наверное, догадался про жучки. Не думаю. Я 1000 раз его провоцировал. Мы почти каждый день ездим вместе на поезде. И он не произнес ни слова против социалистического правительства нашей страны. Его не интересует политика. Я, безусловно, уважаю ваше мнение, товарищ, но, возможно, вы ошиблись. Я не ошибся, Зелинский. Я его зацеплю. И ты мне в этом поможешь. Ясно тебе? Вы намекаете, что я должен оговорить его? Этого я еще не просил. А если скажу «да»? Я что-нибудь придумаю. Кто возглавляет милицию в Познани? Товарищ Мачук. Я вызываю его. Можешь идти. Говорит радио «Свободная Европа». Сегодня, 28 июня, в 4 часа дня, вторая армия вошла в Познань. Забастовка началась еще в 6 часов утра.
Рабочие вышли за ворота Чегельской фабрики и направились в центр города. Вскоре к забастовщикам присоединились рабочие с других фабрик, а также прохожие и жители окрестных домов. Ты Новак? Да? А ты кто такой, товарищ? Нас, кажется, не знакомили. Я Петр. Я пообещал маме держаться рядом с тобой, и она разрешила пойти. А, так ты Петр, сын Магды. Я рад, что она в тебя влюбилась. Мне тоже не весело, если маме грустно и одиноко. Твоя мать сильная и красивая женщина. И ей повезло, что у нее такой сын. Вперед! Рабочие окружили здание комитета Объединенной рабочей партии, а другие направились по Волынской улице к центральной тюрьме и к управлению общественной безопасности. В 10:15 утра группа забастовщиков захватила суд и городскую прокуратуру. Демонстрация запрещена. Немедленно разойдитесь. Покиньте улицы. Беги домой, Петр. Я от тебя не уйду. Уходи, тебе говорят. Число убитых рабочих достигло сотни. Еще несколько сот человек ранены. Молодчи! Убийцы! Мой отец работает на фабрике. Думаю, что он забастовщик. Как его зовут? Игнаций. Алло, это Войтыла. Позвоните монсеньору Горки из собора Петра и Павла. Постарайтесь разузнать об Игнации Поморском. И еще о Мачке Новаке и Виталде Брожике. Да. Спасибо. Скоро узнаем. Нужно бороться! Нужно браться за оружие, друзья! Тихо. Тихо. Сядьте. Знаете, во время нацистской оккупации я познакомился с очень мудрым человеком. Мы стояли в темной комнате между жизнью и смертью. Этот мудрый человек был не философом, а портным. И он сказал мне: мы победим любовью, а не оружием. Я воскликнул: вы говорите так, зная, что в стране нацисты? А он ответил: нацисты исчезнут, потому что зло само себя сожрет. Но если не победит любовь, нацисты вернутся в другом обличье. Вы хотите броситься на танки с оружиями? Лишиться жизни? Сейчас не время умирать. Вы должны показать свою любовь к жизни. Любовь, о которой они не знают. Несите правду о священной ценности каждой жизни. Протестуйте мирно. Покажите свою боль, разочарование. Призывайте к отказу от насилия. Покажите свою любовь. Уважение к жизни. Извините. Я сейчас. Профессор прав. Он не пострадал. Отец жив. Жив. Что вам сказали?
Ваш однокурсник Витольд Брожек убит. Трудно простить такое преступление. Ранен мой друг. Но я повторяю еще раз. Не провоцируйте их. Именно этого они и ждут от вас. Оружия они не испугаются. Но их устрашат ваши слова. Отлично выглядите. 3 года тюрьмы вас не сломили. В семинаре у меня было 17 студентов. 12 из них оказались в концлагере. Неужели вы думали, что мне неуютно в этой комнате? Я мог бы жить здесь до самой смерти. У меня есть вера, сила, о которой вы ничего не знаете. Может, вы хотите за границу? Даже не знаю. Как насчет Италии или Ривьеры? Мое место в моем соборе. Или в тюрьме. Вы можете вернуться в собор. Правительство возглавил товарищ Гомулка, и он считает, что вы можете снова исполнять свои обязанности. Вы стреляете в рабочих. Бросили танки против народа Венгрии. Разве это коммунизм? Расстрел рабочих, на мой взгляд, неприемлемая мера, даже если они подстрекатели. И мне трудно смириться с тем, что многие планы правительства рухнули. Вы говорите так, чтобы спасти свою карьеру. Можете считать меня врагом, но я не червь. Хотите вы этого или нет, но мы похожи. Мы оба фанатики. Это не значит, что вас не пугают мирные демонстрации. Вы освобождаете главу церкви, чтобы обеспечить себе алиби, но совершаете ошибку. Правительства могут меняться, либеральничать. Но я всегда был и буду против вас. И не думайте, что освобождение окажет влияние на мою душу. Да никто и не собирается покупать вашу душу. Мы хотим построить коммунизм. И мы добьемся своего любой ценой. Вместе с церковью или без нее. И почему я вечно опаздываю? Из канцелярии Ватикана. Примусу Польши кардиналу Вышинскому. Его святейшество, вняв уговором архиепископа Базика, назначает Кароля Войтылу епископом Кракова. Его отличают ум, преданность церкви, непреклонность, внутренняя сила и блестящее красноречие, увлеченность философией и общественными науками, педагогические способности и умение влиять на молодежь. Эй! Извините, вы волжниток. Я опаздываю на поезд до Варшавы. Залезай. Спасибо. Мешки с мукой? Быстрее добраться не мог. Ты предавался в Мазури духовным упражнениям? Нет, я с группой студентов плавал на каяках. А, да. Но слышал, что ты увлекаешься спортом. Я желал с тобой познакомиться. Знаешь, зачем я тебя вызвал? Нет, ваше преосвященство. Архиепископ Базик добился от папы твоего назначения епископом Кракова. Я слишком молод.
От этой слабости ты вскоре избавишься. И прошу тебя, не протився воле папы. Я не против. Замечательно. Тогда давай перекусим. Кароль, не позволяй собой помыкать. Он так и не назвался, и он очень нервничает. Может вызвать милицию? Нет, обойдемся без полиции. Это Новак. Ступайте, сестра, все в полном порядке. Новак, неужели ты мог подумать, что в соборе я не узнаю твой голос? Мой друг по каменоломне епископ. Как рука? Ничего. Старину Новака попытались убить, а когда он встал, превратили в отбивную. Да. Что ты делаешь? Нас подслушивают. Я знаю точно. Жучки повсюду. Я искал, ему просто не смог найти. Нет. Уверяю тебя, везде времена, жучки. Времена изменились. Террор в прошлом. Ничего не изменилось, Кароль. Все лишь иллюзия перемен. Иллюзия свободы. Может, интеллектуалам этого и достаточно, а мне нет. И крестьянам тоже. И рабочим. Спокойно, спокойно, сядь, сядь. Разочарование, преследование, насилие. Нас стараются сломить. Они не хотят, чтобы мы улыбались. Но нельзя, чтобы они отняли у нас силу. Наши мечты, нашу любовь. Никогда. Запомни это. Как видишь, я говорю с тобой о Боге, не упоминая Бога. Мы только успели познакомиться. Его убили у меня на глазах. Кого? Петра. Сына Магды. Ему было всего 12. И Магда меня больше не любит, потому что я не сумел спасти ее ребенка. Я стал священником, чтобы облегчать людскую боль. Но я чувствую вину за все, что не могу исправить. Поезжай к Магде. Обними ее покрепче. Сына не вернуть, но у нее есть теперь ты. Простите, вы просили напомнить, что в 4 часа у вас важная встреча.
А который час? 4 часа. О, Боже. Я опаздываю в комитет рабочей партии. Но почему вы снимаете... Пусть знает, что я не собираюсь их провоцировать. Простите, но еще ни один польский епископ не ходил на прием к коммунистам. Все бывает в первый раз. Что скажете? Мы разделим здание. 2 этажа под семинарию, а 2 нам. Половина семинарии лучше, чем ничего. Спасибо. Меня не благодарите. В партии говорят, вы открыты для диалога. Вас не считают фанатиком и реакционером. Но этого я и боюсь, Кароль. Не по душе мне ваша оптимистическая улыбка. И все-таки при всех разногласиях у нас общая цель. Счастье людей. Разумеется, счастье. Вы ведь были актером. Ваша уверенность, невозмутимость, спокойствие. Играете? В этом мире очень мало счастья. И не морочьте мне голову чушью о вере. Я не упомянул веру. Я предложил вам подумать о счастье. Вера – это суеверие и безумие. Безумие, дарованное Богом, прекраснее человеческой мудрости. И, как вы знаете, это не из Библии. Так учил Платон, основатель западной философии и политики. Разговор окончен. Вы получите половину семинарии. Даю вам слово. Можете идти. Что еще? Новохута. Там живут 120 тысяч человек. И они ждут строительства церкви. Новохута. Новый город в Новой Польше для новых людей. Людей, которым не нужен Бог. И вы хотите построить там церковь? Как епископ я имею право носить с собой Писание. Вашим законом это запрещено. Но прошу вас, не арестовывайте меня, если я сделаю вам подарок. Это Евангелие от Матфея. Прочитайте Нагорную проповедь, глава 5. Вы найдете в ней пищу не только для ума, но и для сердца. Если сын попросит у вас хлеба, кто из вас даст ему камень? Всего хорошего. Ты вошел в дом дьявола и вел с ним переговоры. Мы не ведем переговоры с коммунистами. Ноги нашей не было в их комитете. Если у тебя не было другого выхода, как обсудить с властью неотложные вопросы, ты должен был заручиться согласием примаса Польши, высшего иерарха церкви. Вы правы. Я должен был сначала обратиться к вам. Не считайте, что я проявил неуважение. Впредь это не повторится. Хорошо. Однако ты добился возвращения половины семинарии, верно? Человек, с которым ты разговаривал, с удовольствием поставил бы всех нас к стенке. А ты получил половину семинарии. Поздравляю. Как тебе это удалось? Благословите, Святой Отец. Кароль, я знаю, что ты сейчас в Риме, и я спешу сообщить тебе о благополучном рождении младенца Яна. Извините, пан.
Можно вас на минутку? Конечно. Судьба ждала момента, когда мы будем наиболее уязвимы, чтобы нанести страшный удар. Присядьте. Увы, не все в порядке. И во время родов, и после. У вашей жены были проблемы с дыханием и внезапные приступы кашля. Я провел обследование, но этого я не ожидал. Видите тень в правом легком? К сожалению, это опухоль. И уже развились метастазы. Сочувствую. Сколько? Месяца 3-4. Разумеется, мы не теряем веру. Но когда Бог оставляет тебя, жить очень трудно. Это кошмар, Карль. Я плачу, печатая это письмо, потому что я одинок. А с ней я всегда улыбаюсь. Я решил ничего ей не говорить, чтобы не лишать Ханю душевного покоя до конца ее дней. Всю муку и боль я замкнул в своем сердце. Церемония открытия первого заседания собора завершается возложением на аналой Святого Евангелия. Как и на предыдущих заседаниях, Писание займет почетное место, освящая работу собора. Человек – уникальное существо. Он живет в материальном мире, но его терзают глубокие духовные вопросы. Он тайна для себя и для других. В наши дни влияние церкви ослабевает. Церковь не может и впредь являться миру в архаичном облачении западной культуры. Мы не должны стоять над миром, поучая и требуя послушания. Церковь должна идти в ногу с миром. Люди взыскуют истины, и мы должны вместе с ними искать ответы на вопросы. Мы должны заглянуть в пропасть отчаяния, охватившего современного человека. Мирянин должен стать центром церковной жизни. Я отрекаюсь от всех форм клерикальной ментальности, как от ошибки. Да, в новых районах, в Новохутор. Но это же рабочие районы. Ты учительница. Зачем тебе там жить? Правительство не разрешает построить там церковь. Да уж, веская причина. Зачем ты так? В перерывах между уроками я буду навещать учеников. Власти заставили крестьян переехать и стать рабочими. Наплевали на их обычаи, традиции, культуру. Семьи распадаются. Отсюда пьянство. Бьют женщин и детей. Люди озлоблены. Ты такая красивая, а глаза у тебя грустные. Ты любишь меня хоть наполовину, так как я. Адам. Да? Ты слышал мой вопрос? Конечно. И? Нежная любовь женщины все победит. Я не помню, кто это написал, но Войтыла тоже так говорит. Держи ключи. 3-й этаж, дверь справа. А ты куда уходишь? Я совсем забыл. У меня встреча с человеком, который поможет мне с работой в университете. Поставь чайник, я скоро приду. 3-й этаж, дверь справа. Я прослушал тысячи исповедей. Передо мной развернулась ужасная картина человеческого отчаяния. И я должен сказать, стойкость Войтылы пугает. Он помогает людям, ободряет их, говорит и говорит. Но ни одного его слова нельзя использовать против него. Пожалуйста,
Поручите мне что-нибудь другое. Отказано. Ты в его группе и продолжишь слежку за ним. Адам! Тебя поразил Войтыла? Или глазки этой красотки? Я знаю, что рабочие из Новых Хут вовлечены в подрывную деятельность. И я уверен, что Войтыла с ними. Нельзя, чтобы в Новых Хуте начался хаос. Привет, Зденок. Привет. Стой на стреме. Внезапные проверки нам ни к чему. Пойдем. Святой Павел говорил, и болезни, и поношения, и нужда, и гонения, и страданий во благо. Ибо когда я слаб, я обретаю силу. Ты что, ударился в веру, Новак? Никогда. Но это и наша правда, как утверждал один мудрый человек. Святой Павел? Войтыла. Епископ? И рабочий. Да здравствует социалистическая родина! Кордек. Рад, что здоровье позволяет вам вернуться к делам. Вы ознакомились со списком кандидатов Вышинского? Я всех отверг. Жалкая кучка фанатиков-антимарксистов. Подсказать вам имя? Имя уже есть. И это имя Вышинский не включил в список. Войтыла. Вы совершаете ошибку. Войтылу нужно остановить. Мне сообщили, что вы одержимы этим епископом. В чем дело, Кордек? У него есть такая внутренняя сила, какой не найти у других священников, включая Вышинского. Эта сила притягивает к нему молодежь и рабочих. Он вечно твердит о молитве и любви. Войтыла не замешан в антиправительственной деятельности, и у него нет дара организатора и духовного лидера. И по традиции архиепископом Кракова должен быть дворянин, а мы поддержим пролетария. Войтыла – наш главный враг. Наш враг Вышинский. Он патриот, профсоюзный активист, символ для масс. Нужно поддержать Войтылу против Вышинского. Вы совершаете трагическую ошибку. Правительство утвердило Войтылу. Его не было в моем списке. Я знаю. Правительство обещало не вмешиваться в наши дела. Так решило правительство. Я тоже не согласен с правительством, если это вас утешает. Но вот вопрос. Признайтесь откровенно. Войтыла не было в вашем списке, потому что вы не хотели его избрания? Или это хитрый трюк с целью продвинуть его на высокий пост? Где расписаться? Господи, ты испытываешь человека, чтобы человек нашел в себе силы бороться с судьбой. Помоги мне стать деятельным. Помоги ежедневно нести крест, идти по пути, который мне не предназначен. Помоги мне совладать с политиками. Помоги мне помочь всем, кто во мне нуждается. Мария, ты спишь? Что тебе снится? Мне жаль тебя. Правда. Ты обманываешь себя, если думаешь, что ты счастлива.
Ты обманываешь себя, если думаешь, что Бог, который не существует, заботится о мире. Ты обманываешь себя, если думаешь, что я тебя люблю. Ты хочешь выйти за меня? Родить детей? Я не пойду на это. И я всегда буду одинок. Как ты вошел? Ты не заперла дверь. Я не боюсь. И потом вошел ты, а не вор. Что стряслось? Ничего. Ты чем-то озабочен. Нельзя быть несчастным в канун Рождества. Мир не всегда подчиняется календарю. Обещаю, что я научу тебя быть счастливым. Женись на мне, и я покажу тебе, как удивительна жизнь. Как чудесно жить в гармонии с самим собой. Внутренний мир у каждого особенный. Ты тоже найдешь свой, если позволишь любить себя. Сегодня изменится история этого города. Войтыла отслужит мессу у подножия Большого Креста, сделанного рабочими. Ты говоришь правду? Да. Что случилось? Нечем заняться в канун Рождества, Адам? Я сейчас выяснил, что готовится в Новохуте. Но боюсь, уже поздно. Убирайтесь отсюда! Руки прочь от креста! Назад! Солдаты, опомнитесь! Прекратите! Мы пришли молиться! Убирайте! Мы пришли молиться! Вы, рабочие Новохуты, установили этот крест там, где вы хотите построить новую церковь. Ваш город должен был стать городом без Бога, но все вышло по вашей воле. Пусть это послужит уроком. Кто здесь главный? Вы сумели Капитан Луговский. отстоять свои Отвести к нему. интересы. Вы одержали Прошу за мной. важную победу. Сообща, вы воздвигли крест там, где должно было воцариться Кордок, безбожие. 5-е управление. Я приказываю разогнать толпу. Не могу. Товарищ Клишка говорит, что... Дай трубку. Живо! Ваш крест – это символ жертвы, принесший людям оправдание, дающий новый смысл жизни, учащий нас любить и уважать жизнь. Этот человек бросает нам вызов. Его нужно остановить. Если народ перестанет нас бояться, все кончено. Это вы понимаете или нет? Мы граждане нашей страны.
жители нашего города, но мы еще и дети Божьи. Мы продолжим требовать наши права. Свобода вероисповедания – высшее проявление человеческого достоинства, и душить ее – преступление. Этот камень был передан мне в Риме Павлом VI для вас, рабочие Новохуты. Он из собора Святого Петра. И на этом камне мы воздвигнем нашу церковь. Прикажите солдатам действовать. Я здесь отдаю приказы. Так отдайте приказ. Немедля. Я приказываю заставить Войтылу замолчать. Вот что. Вы мне надоели. Замолчите! Взять его! Пошли, не дергайся. Вы должны верить в силу надежды. Вы должны верить в любовь, которая сильнее смерти. Вы не должны терять веру. Не должны отчаиваться, впадать в уныние. Не теряйте свободу души, свободу, дарованную людям Христом. Я ваш епископ. И я буду с вами каждый день до конца моих дней. Благословляю вас. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Адам. Ты был прав, Кароль. Надежда, вера, любовь, скрытые в нас силы могут победить зло. Вы помните опухоль? Полюбуйтесь-ка. Она исчезла. Что ж, иногда это случается. Даже для врачей в нашем теле еще очень много неразгаданных тайн. Вы везучий. Спасибо. Мне страшно. Страшно, как человеку, вкусившему благодать. Я не могу назвать это чудом. Для меня это слишком туманное и двусмысленное слово. Тайна, сказал врач. Тайна науки, тайна веры. Я знаю, что ты молился за нас. Спасибо за твои молитвы. И слава Богу, что у Хани хватило сил стойко перенести недуг. Бог милостив. И я, пусть незаслуженно, оказался его избранником. Что ты делаешь? Павел, что с тобой? Ты моя. Павел! Ты моя навсегда! Объяснишь мне, что происходит? Жена, я люблю тебя. Я шпионил за вами. Да. Шпионил. Меня этому обучили. Я установил жучки. Я подслушивал исповеди. Я читал ваши письма, и мне за это платили. Я один из многих. Я знал, что ничего не выйдет. И хотя я вас ненавидел, ваши слова просочились в мою душу, как вода в трещину. Вы говорите о любви. Слово-то тошнотворное. О любви к жалким людишкам. Ты не жалкий человек. Твои мучения
И твой гнев – это твоя душа. И эта душа корчится в муках, стремясь к любви. Ты совершал ошибки, но ты за них уже заплатил. Спасибо. Спасибо, Адам. Сегодня великий день. А второй раз я воочию убедился в божественной ценности жизни. Ступай с миром. Все, что должно быть прощено, прощено. Ты избранный. Нет. Подойди. Подойди. Я прощаю тебя. Я прощаю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Человека нельзя приводить к вере против его воли. Цель обращения – духовная свобода человека. Свобода совести, свобода вероисповедания. И в настоящем, и на протяжении всей истории. Но человеку недостаточно сказать «я свободен». Он должен научиться ответственности. А теперь я хочу поговорить о диалоге церкви с атеизмом. И начать нужно не с доказательств бытия Божьего, а с размышления об извечном одиночестве человека. Ваше Преосвященство. Не узнаете меня? Ежик Люгер, ты жив? Вы тоже, Ваше Преосвященство. Прекрати. Ты не помнишь, как меня зовут? Кароль. Я думал, ты погиб. Я пытался отыскать тебя. Мне сказали, что ты убит в России. Да, я мог умереть и не один раз, а 1000. Но ты жив. Изо всей семьи судьба пощадила только меня. Я забыл, что значит плакать. Нужно плакать, Ежа. Нужно дать выход боли. Выставить ее на показ, чтобы все видели. Одно сердце, одна душа. Помнишь наш девиз? Христиане и евреи должны быть заодно. Прочтите это письмо немецким епископам, в котором мы прощаем Германию и сами просим прощения. Правительство будет в ярости. Настало время примирения с немецким народом во имя будущего. А нужно ли им наше прощение? Всем нужно прощение. Этот документ очень важен. Это первый шаг на пути очищения памяти. Просить прощения за все преступления, совершенные христианами. Эта затея разрушает безупречную репутацию церкви. Миллионы людей были убиты из-за их национальности или идей. Мы должны попросить прощения. И неважно, участвовали христиане в злодействах или просто хранили молчание. Адам, я рад, что брак принес тебе столько счастья. И помни, Мария черпает силу в своей душе. Ее сердце могло бы обойтись и без моих лекций. Целую вашего малыша Стефана. Адам, я знаю, что ты не веришь в Бога, но ты искренне стремишься к истине. И уже это желанная награда для университетского профессора,
которые, к несчастью, ясно видят, что мир остается несовершенным. Как отреагирует Ватикан, если об этом станет известно? Я не бросаю вызов Риму. Напротив, в Курии знают, что ситуация в Чехословакии с каждым днем все тревожнее. Монсеньор Войтыла? Да, это я. Мы без проблем пересекли чехословацкую границу. Добро пожаловать в Польшу. Иржинога. Хорошо. Милан Хриц. Прекрасно. Я Андрей Менцель. Да, Андрей Менцель. Меня зовут Ярко Сесил. Хорошо. Вацлав Колор. Отныне здесь будет ваша тайная семинария. Священник учит вере, делится невидимыми дарами, предназначенными для всего человечества. Здесь мы будем работать вместе, а потом я тайно вас руку положу, и вы вернетесь на родину уже священниками. Вам придется жертвовать собой, бороться, защищая свободу и мир. Запомните, что священник – это человек для других людей. В 68-м вы кричали: без свободы нет хлеба, без свободы нет образования. Да, вы требовали хлеба, свободы и правды. Власть бросала нас в тюрьмы, избивала интеллектуалов, закрывала театры, внушала рабочим, что мы предатели, и рабочие к нам не присоединились. Сейчас рабочие подняли восстание. В Гданьске, в Штеттине, в городах севера. Милиция открыла по ним огонь. Мертвых хоронят в братских могилах. Мы знаем истину, и мы должны быть с рабочими. И запомните, там, где люди открыто требовали свободы, они добивались свободы. Мне страшно. Вы же знаете, как обращаются с заключенными. В тюрьмах людей пытают. Все это невыносимо. Это испытание. И ты пройдешь его вместе с ним. И вместе вы победите. Адам смелый человек. Он избранный. Господь его не оставит. Сейчас он наверняка думает о твоей улыбке. И в мыслях о тебе его спасение. А, вот ты где. Ты уже получил шоколадку? Да. Да? Вкусная. А я беседую с твоей мамой о твоем папе. О подарке, который он привезет тебе из путешествия. Значит, этим все закончилось. Веселитесь. Выпускаете пар. Видели бы вы себя со стороны. Где сейчас твой бог? Что там говорит Войтыла? Бог любит тебя? История все расставит по местам. Но должно пройти время. Это он говорит. Бейте, Кордек. Бейте. Бейте изо всех сил! Войтыла сильнее!
Государство не может отнять права, данные людям от рождения. Государство не может заменить чувство справедливости дубинкой. Государство, запятнавшее себя пороками, обречено на гибель. Попытки государства ограничить свободу подрывают мораль и общественные устои. Семьям мужчин, женщин, юношей и девушек, погибших за свободу, тем, кто пострадал от беззакония во имя свободы, я говорю, ваши страдания не напрасны. Церковь с вами, на вашей стороне. Горе власти, которая готова развязать войну внутри страны и за ее рубежом. Горе власти, которая обрекает людей на голод, убивает и пытает. Если Войтыла станет примасом, за ним пойдут все поляки. Пусть он умрет. Вы с ума сошли? Возможно, сейчас я и безумен, но разве я не предупреждал вас? Теперь уже поздно. Мне очень жаль. Жаль всех нас, нашу страну. Очень хорошо. Мгм. Папа умер. Что ты сказал? Иоанн Павел умер. После интронизации прошло всего 33 дня. Я очень его любил. Знаешь, что он сказал, когда мы его избрали? Да простит вас Господь за то, что вы сделали. Сири, Бенелли, 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 Сири, Бенелли, Сири, Сири, Бенелли, Бенелли, Сири, Бенелли, Сири, Бенелли. Никак не договорятся. Мне нужно вернуться в Краков, у меня полно дел. Терпение. Бенелли изберут на следующем голосовании. Надеюсь. Кардинал Сири 53 голоса. Кардинал Бенелли 57. Ваше Преосвященство. Кевик. А почему бы не поляка? Нет. Невозможно. Я слишком стар. Речь идет не о вас, есть и другой.
Мы хотим выдвинуть Войтылу. Прекрасная идея. Но он слишком молод, неизвестен. Его не выберут. Он человек блестящего ума. Он силен духом, сдержан, чист. Он не принадлежит ни к правому крылу, ни к левому. И он оптимист. Но боимся, что он откажется. Я с ним поговорю. Господь призывает тебя. В каком смысле? Если тебя изберут, пожалуйста, не отказывайся. Помнишь, что сказал Иисус святому Петру в Камо-Грядеше? Всего одно слово. Смирись. Войтыла. 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 Любовь все мне объяснила. В любви я нашел ответы на все вопросы. Поэтому я восхищаюсь любовью в любом обличье. В любви есть величие и простота. Простота, взыскующая истины. И именно поэтому Господь радуется молитвам простых людей, чьи сердца чисты. Людей, которые не могут найти слова, чтобы выразить любовь. Ради них Господь снизошел в мир и остановился на краю небытия, прямо перед нашими глазами. Возможно, любовь — это волна восторга. Волна, которая превыше смерти. Не бойтесь. Никогда. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Sibi nomen imposuit Ioannis Pauli. I eminentissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Внимание! Польский папа! Lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Магда! Магда! Он мой друг. Я знаю. Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella
fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima. Будь здоров, Войтыла. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio, mi corrigerete.